Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет! Мы на 1,5 дня приехали в Индию, в город Калькутта. И сегодня мы посмотрим на достопримечательности бывшей столицы Британской Индии. Как вы уже поняли, мы сейчас находимся в Индии. У нас сложилась интересная ситуация. Дело в том, что Бангладеш находится на границе с Мьянмой и на границе с Индией. Но с той и с другой стороной у них сейчас политические проблемы. И также туристам нельзя переходить границу с Мьянмой по земле. Ни с Индии, ни с Мьянмы, ни откуда угодно. Потому что если вы хотите получить визу по прибытии, где ставят штамп на 30 дней, то необходимо прилететь в Мьянму только авиасообщением. И, казалось бы, Бангладеш и Мьянма, расстояние там буквально 50 километров. Но так делать нельзя, потому что нет прямых авиасообщений. Можно прилететь в Мьянму либо через Бангкок, либо через Индию. И опять-таки, Индия 250 километров от Даки. Вообще граница от Раджшахи там вообще 50 километров. Но нам пришлось лететь сюда с самолетом, потому что земные границы закрыты. И так мы сейчас оказались в городе Кольката, либо Калькутта. На русском Калькутта, на местные называют Кальката, так как название у них сменилось уже достаточно давно. На самом деле проведем мы здесь пару дней, достопримечательности посмотрим один день сегодня. И вот мы остались в отеле, который называется Green Inn Rooms. Находится на шумной улице. Также здесь есть банкет, где проходят свадебные церемонии. Ну а мы остались в достаточно бюджетном отеле. Проходим в холл, который украшен цветами, потому что здесь как раз проходит свадьба. Hello. Здесь встречает консьерж. И на лифте сейчас мы доедем с вами до ресепшена. Открываем эту решетку, закрываем эту решетку, чтобы мальчик уехал. И оказываемся на ресепшене. Можно заказать кофе, почитать журналы. Здесь также отлично работает интернет. Hello. И здесь вас быстро заселят. Коридор украшают черно-белые картины. Проходим в нашу комнату. Здесь есть кровать, диванчик, шкаф. Комната светлая, потому что здесь два окна. Также зеркало во весь рост. И помимо этого есть шкаф, куда можно убрать все свои вещи. Также здесь есть телевизор и кондиционер старого образца. Теперь давайте пройдем в душевую комнату. Здесь есть душ, унитаз и также зеркало с раковиной. Сейчас мы вышли из нашего отеля, ждем гида, с которым отправимся на дневной тур по городу Калькутта. Или, как правильно его называть с 2001 года, Калькатта. And what's your name? Can you repeat? Debussy. Debussy? Yes, Debussy. Debussy, okay. Нашего скромного гида зовут Дебасси, и сегодня она будет нам проводить экскурсию по этому прекрасному городу, который, между прочим, входит в десятку самых крупных городов мира. И первая точка, куда мы приехали с утра, это шумный цветочный рынок. На рынке мы видим различные цветы, самые популярные из которых это розы.
рынок очень колоритный, много людей, постоянно кто-то что-то кричит, продает, показывает свои цветы, демонстрирует. И открыт он каждый день, каждое утро, и здесь самые дешевые цены на цветы. Сейчас мы приехали к Мраморному дворцу. Это роскошный особняк 19 века. Но есть одно но. Внутри снимать нельзя. Только снаружи можно сделать фотографию. Сейчас мы погуляли по дворцу, погуляли вокруг него, были даже в мини-зоопарке, который располагается совсем рядом с дворцом, в котором есть мартышки, олени, различные птицы, попугаи. Конечно, впечатляет. Да, вообще очень впечатляет, потому что там много скульптур древнего времени. Королевы Виктории, большая скульптура, и все такое изящное, красивое. Да, полы, стены выполнены из мрамора, то есть очень интересные скульптуры, многие тоже из мрамора. Там мы видели даже какие-то атрибуты летних Олимпийских игр 80-го года в Москве, то есть в виде сувениров, да, какой-то там мишка олимпийский, еще что-то. Ну, в общем, очень жаль, что нельзя снимать внутри этого убранства, потому что, на самом деле, дворец шикарный и внутри очень красиво. Даже не то, что снимать на видео, даже фотографии делать нельзя. То есть вы даже не можете себя запечатлеть на фоне этих предметов. Но в любом случае вы полюбовались, обязательно приходите в это место и тоже наслаждайтесь такой красотой. Да, но если хотите посмотреть на него из дома, то, я думаю, в интернете вы все-таки найдете некоторые фотографии данного красивого мраморного дворца. Следующее место, куда мы приехали, это красивый храм, который называется Jain Temple. Посмотрим, можно ли снимать внутри. Сейчас находимся на территории индуистского храма. Хорошо, что никто не запрещает нам здесь снимать. Видим красивый сад, красивую территорию. Скульптуры очень интересные. Сейчас мы бывали внутри храма, и это просто неописуемая красота. Убранство сделано из стекла, и все это превращено в такую красивую мозаику, в красивые рисунки в виде птичек, других животных. Красивая крыша тоже вся сделана вот из стекла цветного, очень красиво. И многие элементы также выполнены еще и серебряно, но, к сожалению, снимать опять нельзя. Да. Сейчас мы приехали в район, который называется Кумартули. Это традиционный квартал гончаров. Здесь изготавливают скульптуры из глины для различных фестивалей, изготавливают идолов и другие фигуры. Также здесь встретили мастера, который занимается ремонтом старой техники. В основном мы видим проигрыватели, магнитофоны,
Hello. Сейчас мы находимся на складе уже готовых скульптур, где их окрашивают и передают внешний вид. Способ изготовления этих скульптур достаточно простой. Сначала делают макет из соломы, далее накладывают сверху глину, лепят фигуру, придают ей формы, далее сушат на специальном складе. После сушки где-то в примерно 3-4 дня их обжигают, накладывают белую краску и потом уже окрашивают. Сейчас идем вдоль узкой улочки. Слева-справа везде видим мастеров, которые лепят, раскрашивают. Очень много здесь изделий. Насколько мы знаем, эти изделия, естественно, идут на экспорт, их продают. Здесь как работают как и взрослые мужчины, так и совсем молодые парни. Девушек, кстати, за работой замечено не было. Возможно, они занимаются какими-то другими делами в этом ремесле. Но вот именно в лепке, разукрашивании мы их не видим. Мы сейчас приехали к католической церкви Святого Иоанна. Она была очень значимой церковью во времена английской колонии. Внутри церковь очень красивая, витражи, красивые картины большие, колонны огромные, высоченные. Конечно, впечатляет все это убранство. И вообще хочу сказать, что Калькатта — это город, который не похож на индийский город, потому что здесь очень много английского наследия. Как мы знаем, Калькутта была столицей Индии во времена британской колонизации, поэтому неудивительно, что центр этого города был застроен в викторианском стиле. Сейчас мы приехали к собору, который посвящен святому апостолу Павлу, как и главный собор англиканской церкви в Лондоне, построен в неоготическом стиле. Этот собор был построен в 1839 году, и с этого момента он стал самым значимым собором в британской колонии. Здесь похоронены самые известные религиозные деятели Калькутты и также первый епископ этого города.
К сожалению, внутри снимать нельзя. Мы сейчас проходим внутрь и потом расскажем вам наши впечатления. Ребята, мы находимся под впечатлением от красоты и убранства этой церкви. Побывали внутри. Там такие аккуратные витражи, изящные. К сожалению, снимать нельзя, как я вам говорила. Но обязательно, если вы приезжаете в этот город, посетите этот собор. Ну а мы отправляемся дальше. Сейчас мы приехали, пожалуй, к главной достопримечательности Калькутты. Это мемориал Виктории. Это огромный мраморный дворец, который был построен в начале 20 века в честь королевы Виктории. Если до этого мы платили лишь за парковку автомобиля, то здесь нам пришлось купить входной билет. Для туристов стоимость 500 рупий, для местных жителей 50. Перед дворцом расположен большой и красивый сад со множеством дорожек, ухоженная территория, кустики. Здесь бегает множество белок, есть небольшой пруд. Для того, чтобы попасть внутрь мемориала, необходимо простоять длинную очередь. Ну а снаружи можно полюбоваться самим зданием, посмотреть на его купол, который венчает ангел Победы, выполненный из чистой бронзы. Ну а сейчас внутри дворца располагается музей, посвященный истории страны в период британского завоевания, а также несколько картинных галерей. Прогулялись по двухэтажному зданию мемориала, очень красивый. Ходишь и смотришь постоянно вокруг на все эти скульптуры, на картины. Еще примечательно, что здесь очень много людей. Помимо того, что здесь есть и туристы-иностранцы, также местные туристы, много местных. Все хотят фотографироваться с нами. Мы практически здесь сами знаменитости. Да, и хорошо, что не запрещают видеосъемку здесь внутри, наконец-то. Сейчас мы приехали к еще одной достопримечательности. Это место называется Mother House, или дом матери Терезы. Гуляя по этому зданию, обнаружили музей, в котором хранится история матери Терезы. Помимо этого, здесь есть часовня, где сейчас проходят службы на испанском языке. В этой часовне располагается могильная плита, под которой хранятся мощи святой. Мать Тереза внесла большой вклад в жизнь бедного населения Индии.
А на втором этаже этого дома мы обнаружили комнату матери Терезы, в которой хранятся ее личные вещи. Сейчас мы приехали к нашей последней локации. Это фундаментальный мост, построенный в 1841 году и который находится на берегу реки Хугли. Построен он в честь англо-индийского ученого Джеймса Принцепа. И также называется этот пост – мост Принцепа. Друзья, если вы хотите увидеть совершенно другую Индию, не похожую на Дели, на Мумбай, хотите насладиться красивой архитектурой и историей, обязательно приезжайте в Калькутту. И огромное спасибо компании City Tour Calcutta и нашему гиду, который зовут Дебаши. Thank you so much. Hello guys, watch our video and please like, comment and subscribe. Ну вы поняли, ребята, да, что нужно сделать? Обязательно смотрим видео, подписываемся и ставим лайки. Всем до новых встреч, всем пока. Всем пока, еще увидимся. Bye bye.